Глава 1911. Мир внутри коробки. Эта проекция была временным клоном духовного чувства, созданным Ханли, и он отправил его в деревянный ящик, используя определенную секретную технику. Однако это пространство явно не было пространством внутри деревянного ящика, и это было скорее удивительно для Ханли. Однако, несмотря на свое удивление, он не слишком беспокоился, ведь самое худшее, что могло случиться, это потеря этого клочка духовного смысла, что не окажет на него слишком сильного негативного воздействия. Таким образом, осмотрев свое окружение некоторое время, Ханли начал дрейфовать в определенном направлении. По пути его окружение было одним тонким серым туманом, и после нескольких часов полета пейзаж совсем не изменился. Его брови слегка нахмурились, он на мгновение остановился, потом вдруг изменил направление и полетел прямо вверх. Проходя сквозь один слой тумана за другим, он обнаружил, что небо в этом пространстве тоже казалось совершенно безграничным. Даже после полдня полета он все еще находился внутри огромного пространства вездесущего серого тумана. Выражение его лица слегка помрачнело, когда он увидел это, но внезапно он повернулся в определенном направлении и закричал: «Кто там?». Его голос был не очень громким, но беспрестанно эхом разносился по всему близлежащему пространству, однако из соседнего пространства никто не вышел ему навстречу. Ханли поднял бровь, увидев это, прежде чем холодно хмыкнуть, а затем резко сел, скрестив ноги, чтобы медитировать в воздухе. Его глаза были плотно закрыты, и он оставался совершенно неподвижным больше половины дня, выглядя так, словно больше никогда не собирался вставать. На второй день рядом внезапно появился шар зеленого света, прежде чем он превратился в пожилого мужчину в зеленой мантии. У этого человека были удивительно длинные брови, очень худое и изможденное лицо, в волосах была желтая деревянная шпилька, а на одежде было вышито изображение зловещего дьявольского чудовища с 3 головами и 6 руками. После того, как он появился, он не выказывал намерения приближаться к Ханли, а просто молча оценивал его с холодным взглядом в глазах. Однако Ханли продолжал сидеть с закрытыми глазами, как будто он даже не почувствовал прихода пожилого человека. Таким образом, они оба хранили довольно своеобразное молчание, и казалось, что ни один из них не хотел говорить первым. Время пролетело быстро, и спустя 3 дня и 3 ночи ситуация так и не изменилась. Однако при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что в глазах пожилого человека появился намек на удивление, когда он оценивал Ханли. Еще через 8 часов пожилой мужчина явно начал немного беспокойно, его тело покачнулось, и он резко исчез на месте. В следующее мгновение в нескольких десятках футов перед Ханли вспыхнули пространственные колебания, после чего пожилой мужчина снова появился. Однако Ханли просто продолжал игнорировать его, и на лице пожилого мужчины появился намек на ярость. Вы достаточно смелы, чтобы не обращать на меня внимания», наконец нарушил тишину пожилой мужчина, и его голос был столь же резким, сколь и неприятным, как звук скрежета металла о металл, поражая слушателя чувством беспокойства и напряжения. «Судя по всему, вы, должно быть, довольно важная фигура. Могу я узнать ваше имя?» — спокойным голосом спросил Ханли, медленно открывая глаза. «Простой человек-культиватор, такой как вы, не узнает обо мне. Мне вот очень любопытно, как духовный клон человека-культиватора попал в это место. Значит ли это, что этот предмет попал в ваши руки?» Пожилой мужчина сразу понял, что это не настоящее тело Ханли. «Хе-хе, вы, должно быть, могущественная фигура расы старших дьяволов. Эта коробка действительно попала в мои руки, и я послал этого клона духовного чувства в нее, чтобы исследовать ее содержимое. Если я не ошибаюсь, это одно из ограничений в коробке, а не фактическое пространство внутри, верно?» Спросил Ханли спокойным голосом. Из-за того, что он был всего лишь духовным клоном, он не мог определить уровень силы этого пожилого человека, однако он уже догадался, что это дьявольское существо, поэтому, несмотря на то, что выражение его лица не изменилось, он, естественно, довольно настороженно относился к этому пожилому человеку. Действительно, это 10-е иллюзорное ограничение в коробке. Пока человек может овладеть ключевыми элементами этого ограничения, он сможет изменить все в этом пространстве по своему желанию. Должен сказать, священная раса действительно стала недееспособной. Как они могли допустить, чтобы это сокровище попало в руки человека? Вы упомянули, что это сокровище имеет форму ящика, это приятно слышать. По крайней мере, оно гораздо менее неприглядно, чем его прежняя форма, пробормотал пожилой мужчина, нахмурив брови и взмахнув рукавом. Вся окружающая местность расплылась, затем раскололась и исчезла, как зеркало. Внезапно Ханли встретил освежающий аромат природы и звук текущего ручья. Его сердце дрогнуло в ответ, и он снова поспешно осмотрел свое окружение, после чего обнаружил, что мир вокруг него полностью преобразился. Над головой было голубое небо и белые облака, а вокруг него были красивые пейзажи. Он и пожилой мужчина сейчас стояли в чистом ручье. Вода в ручье достигала лишь половины их голеней, и несколько маленьких лазурных рыбок проплыло мимо них в неторопливой манере, по-видимому, совершенно не обращая внимания на их присутствие.
Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он сделал хватательное движение вниз, и живая лазурная рыба тут же попала ему в руки. Пока рыба боролась между его пальцами, он ясно чувствовал ее скользкую чешуйку в своей руке. Голубой свет вспыхнул в его глазах, и он бросил рыбу обратно в реку, затем поднес руку к носу, отчего его тут же встретил сильный рыбный запах. Какое глубокое ограничение. Здесь все совершенно реалистично. Не могли бы вы рассказать мне, как я здесь оказался, старший? Отправив сюда часть духовного чувства, я надеялся попасть в пространство коробки. Однако вместо этого я оказался в этом ограничении, и я предполагаю, что это как-то связано с вами, медленно сказал Хань Ли. Почему я должен отвечать на ваши вопросы? Если вам нужны ответы, идите и ищите их, сказал пожилой мужчина, пренебрежительно закатив глаза. В отличие от того, чтобы быть разгневанным надменным поведением пожилого человека, Хань Ли просто улыбнулся и сказал: «Хе-хе, я уверен, что вы предстали передо мной, потому что вы тоже хотите поговорить со мной. Я вижу, что ваше тело также сформировано из духовного смысла. Я полагаю, вас держат здесь против вашей воли. Кто ты такой? Тебя послал сюда этот ублюдок Сюэ Гуан?» Пожилой мужчина внезапно заревел громовым голосом, и на тело Хань Ли обрушился взрыв удивительного давления. Сразу же после этого тело пожилого мужчины рванулось вперед, и он сомкнул руку на шее Хань Ли, когда его глаза приобрели злобный малиновый цвет. Свирепая аура, похожая на ауру злобного первобытного зверя, вырвалась из его тела, а позади него возникла гигантская алая дьявольская проекция, угрожающая разорвать Хань Ли на бесчисленные куски. Хань Ли был весьма встревожен этим внезапным развитием событий, но выражение его лица оставалось спокойным, когда он ответил: «Я не знаю никого по имени Сюэ Гуан». «Чёрт возьми! Если ты не знаешь Сюэ Гуана, то как ты получил этот запечатывающий дьявол замок? Ты действительно думаешь, что я поверю в твою бессмысленную ложь? Этот замок передавался от одного священного предка к другому много лет, все они всегда носили его с собой. Если ты не знаешь Сюэ Гуана, как это сокровище могло попасть в руки простого человека-культиватора вроде тебя? Не говори мне, что ты получил этот предмет после убийства Сюэ Гуана». Намек на безумие появился в глазах пожилого человека, когда он говорил, и ослепительно зеленый свет начал светиться от пальцев, сомкнувшихся на шее Хань Ли, как будто он собирался положить конец жизни Хань Ли. Это духовный клон Хань Ли, естественно, не обладал какими-либо мощными способностями, поэтому он даже не удосужился оказать какое-либо сопротивление. Вместо этого он просто улыбнулся и сказал: «Понятно, так что это сокровище известно как запечатывающий дьявола замок. Я не знаю, кто такой этот Сюэ Гуан, и я, конечно, не стал бы выполнять приказы дьявольского существа. Кроме того, если бы я действительно хотел навредить вам каким-либо образом, я бы не послал всего лишь нить духовного чувства. Даже если вы уничтожите этот мой духовный клон, это не окажет на меня большого влияния, но я могу просто бросить этот ящик в бездонную пропасть, которую никто не сможет найти, возможно, и ящик никогда больше не увидит свет дня, и вы будете заперты здесь до конца вечности». К большому удивлению Хань Ли, вместо того, чтобы еще больше разозлиться от этой угрозы, ярость в глазах пожилого мужчины полностью исчезла, и он немедленно отпустил шею Хань Ли. «Ты смеешь угрожать мне? Ха-ха, кажется, ты на самом деле не знаешь, кто я такой, а это значит, что Сюэ Гуан никоим образом не послал тебя сюда. Пожалуйста, прости меня за мою грубость, товарищ Даос». Выражение лица Хань Ли также немного смягчилось, когда он увидел это, и он поправил слегка смятый воротник своей мантии, когда спросил: «А? Так вы верите тому, что я сказал? В таком случае вы можете сказать мне, кто вы?» «Конечно, могу. Как ты уже догадался, я был заперт здесь бесчисленное количество лет, и у меня также есть много вопросов к тебе о внешнем мире. Давай, я отвечу на один из твоих вопросов, а ты на один мой вопрос, что скажешь?» Предложил пожилой мужчина, поглаживая бороду. Глава 1912. Запечатывающий дьявола замок и Че Цигун. Звучит справедливо. «Тогда вперед, товарищ Даос», — ответил Хань Ли после краткого размышления. Пожилой мужчина обрадовался, услышав это, и тут же задал самый насущный вопрос в своей голове. «Хорошо, первое, что я хочу знать, это от кого ты получил этот запечатывающий дьявола замок?» Хань Ли предвидел этот вопрос и сразу же ответил: «Я получил его от нескольких дьявольских лордов». Дьявольских лордов. Могли ли они быть подчиненными Сюэ Гуана? Почему он передал это сокровище своим подчиненным? Пожилой мужчина задумчиво пробормотал себе под нос. Хань Ли продолжил: «Я уже ответил на один из ваших вопросов. Не могли бы вы сейчас сказать мне свое имя?» «Меня зовут Че Цигун. Как такой человек, как ты, столкнулся с дьявольскими лордами? Ты сейчас в нашем священном царстве», — ответил пожилой мужчина, прежде чем задать еще один вопрос. «Че Цигун,
Я никогда раньше не слышала об этом имени. В настоящее время ваше царство старших дьяволов пересекается с нашим миром духов, и именно так я столкнулся с этими дьявольскими лордами, ответил Ханли. Что? Священное жертвоприношение происходит прямо сейчас? Не могу поверить, что я заперт здесь уже столько лет. Сколько времени прошло с тех пор, как началось священное жертвоприношение? Гуан еще не сможет спуститься в мир духов, может быть, поэтому он доверил этот запечатывающий дьявола замок своим подчиненным. Брови пожилого человека были нахмурены, когда он говорил. Выражение лица Ханьли слегка изменилось, когда он услышал термин «священное жертвоприношение», и он сказал: «Я думаю, что теперь моя очередь задать вопрос». На лице пожилого человека снова появился намек на ярость, но он быстро подавил его и сказал: «Хорошо, продолжай». Мой следующий вопрос очень прост. Я хочу знать, являетесь ли вы одним из священных предков царства старших дьяволов, мрачно сказал Ханли. Зачем тратить время на такой вопрос, если ты уже догадался об ответе? Я не только священный предок, я еще и один из старейших священных предков в нашем священном царстве. Даже во всем священном царстве есть лишь несколько существа таких же старых, как и я, сказал пожилой мужчина холодным голосом. Ханьли слегка запнулся, услышав это, прежде чем усмехнуться. Понятно, тогда извиняюсь за мою грубость. Судя по надменной манере поведения пожилого человека и удивительным способностям, которые он продемонстрировал, Ханьли не был так уж удивлен, услышав это. Над чем ты смеешься? Тебе кажется забавным, что такой уважаемый священный предок, как я, оказался в ловушке в этом месте? Спросил Чицигун, и в его глазах промелькнул намек на ярость. Вовсе нет. Ваши силы намного превосходят мои, так что я определенно не в том положении, чтобы смеяться над вами, спокойно ответил Ханли, когда его улыбка исчезла. Тем не менее, он сделал себе мысленную пометку действовать с осторожностью, так как настроение пожилого человека казалось чрезвычайно изменчивым и непредсказуемым. Кажется, ты все еще очень спокоен даже после того, как узнал, что я священный предок. Ты думаешь, что я не пожру этот клочок твоего духовного чувства? Пригрозил Чицигун. Если бы вы хотели сделать это, ты сделали бы давным-давно. Ханли оставался совершенно невозмутимым. Чицигун немного успокоился и хмыкнул. Ты довольно умный человек. Если бы не тот факт, что я заперт здесь, я бы убил такого простого человека-культиватора, как ты, на месте. Хорошо, теперь ответь на мой предыдущий вопрос. Могут ли священные предки спуститься в мир духов? Дьявольские скорби начались совсем недавно, поэтому для священных предков все еще невозможно спуститься в мир духов, правдиво ответил Ханли. Понятно, в глазах Чицигуна мелькнуло возбуждение, когда он услышал это, но затем он снова погрузился в глубокие размышления, по-видимому, размышляя о важном вопросе. После недолгого молчания Хань Ли задал свой следующий вопрос. «Не могли бы вы раскрыть мне функции этого запечатывающего дьявола замка?» Услышав это, пожилой мужчина слегка запнулся, прежде чем повернуться к Хань Ли с презрительным выражением в глазах. «Такой человек, как ты, никак не сможет использовать запечатывающий дьявола замок, так что эта информация не принесет тебе пользы». «Я решу, будет ли эта информация полезна для меня или нет», — настаивал Хань Ли. «Хорошо, если ты действительно хочешь знать, то нет ничего плохого в том, чтобы рассказать тебе. Этот запечатывающий дьявола замок на самом деле является неполным сокровищем высших небес, которое содержит хаотическую ци-инь-ян. Он не только имеет свое собственное независимое пространство, но также 13 слоев древних ограничений, которые были наложены на сокровище высшими мастерами формирования нашего священного царства. После того, как кто-то окажется в ловушке этого сокровища, он сможет сбежать, только если он обладает способностью рассеять хаотическую ци-инь-ян сам. В противном случае, даже если бы кто-то снял 13 ограничений извне, это все равно ничего бы не сделало. В своей полной форме это сокровище смогло бы поймать даже истинного бессмертного, если бы он не обладал способностью, которая может противостоять этому сокровищу. Даже в его нынешнем виде этого более чем достаточно, чтобы поймать в ловушку священного предка, такого как я, холодно сказал пожилой мужчина. Незавершенное сокровище высших небес. Спокойный фасад Ханьли сразу же треснул, услышав это. Он сам обладал сокровищем высших небес, поэтому он, естественно, хорошо осознавал, насколько мощными были эти сокровища. Даже несмотря на то, что это было только неполное сокровище высших небес, это все еще было для него чрезвычайно заманчивой перспективой. Хе-хе, к сожалению, этот запечатывающий дьявола замок был создан в нашем священном царстве, поэтому только священные предки нашей священной расы способны опираться на силу законов неба и земли и использовать его. Чужак вроде тебя, даже получив это сокровище, это получит никакой пользы. Просто так получилось, что недавно я нарушил это ограничение, и мне удалось помешать твоему духовному чувству покопаться глубже в ящике. В противном случае, если твой клон духовного чувства достиг бы пространства внутри, он был бы мгновенно уничтожен хаотичной ци-инь-ян, добавил Чицигун.
Понятно, только те, кто может использовать силы неба и земли царства старших дьяволов, могут использовать такое сокровище, задумчиво пробормотал Ханли. Предлагаю тебе забыть про все свои идеи. Я вижу, что ты используешь искусство культивирования нашей священной расы и можешь контролировать некоторую истинную дьявольскую ци, но если ты не сможешь отточить свое мастерство в этом искусстве до уровня священного предка, ты никак не сможешь использовать силы небес и земли нашего священного царства. И если тебе действительно удастся овладеть этим дьявольским искусством до такой степени, то ты будешь отвергнут миром духов и вынужден подняться в наше священное царство, многозначительно предупредил Чицигун. Веки Ханьли слегка дернулись после этих слов, и спустя долгое время он наконец вздохнул. В таком случае этот предмет кажется мне совершенно бесполезным. Правильно. Вот почему я сказал тебе, что тебе не будет полезно изучать функции этого сокровища. Вдобавок ко всему, из-за своей неполной природы, это сокровище связано с суровым ограничением, которое делает его очень непростым в использовании даже для священных предков, сказал пожилой мужчина с загадочной улыбкой. Каким ограничением? Спросил Ханли, слегка нахмурив брови. «Ха-ха, я не собираюсь тебе говорить», — хмыкнул Чицигун. Выражение лица Ханли слегка помрачнело, когда он услышал это. После короткого молчания пожилой мужчина продолжил. «И есть еще одна вещь, о которой я хочу тебя спросить. Надеюсь, ты сможешь мне правдиво ответить. Адские пруды Инь-Ян или земное адское пламя в близлежащем районе?» Вместо того, чтобы сразу ответить на вопрос, на лице Ханли появилось осторожное выражение, и он спросил: «Адские пруды Инь-Ян или земное адское пламя?» «Почему вы спрашиваете? У тебя действительно много вопросов. Ты еще даже не ответил на мои вопросы», — холодно сказал Чицигун, выражение его лица слегка потемнело. «В таком случае это будет считаться моим вопросом», — спокойно ответил Ханли. Услышав это, ярость в глазах пожилого человека стала еще более выраженной, а из его тела начало вырываться ощутимое духовное давление. Однако Ханли остался совершенно невозмутимым, когда напомнил: «Вы можете делать со мной все, что хотите, я всего лишь незначительный клон». Ты бы не посмел быть таким дерзким, если бы твое настоящее тело было здесь. Холодно хмыкнул Чицигун, снова силой подавляя собственный гнев. После недолгого колебания он смиренно объяснил: это два типа мест, где запечатывающий Дьява замок можно снова усовершенствовать. После помещения этого сокровища в одно из этих мест можно использовать секретную технику нашей священной расы. Этот хаотическая ци Инь-Ян чрезвычайно полезна для священных предков, таких как мы, как для улучшения инструментов, так и для усиления наших собственных сил. Из-за того, что священное царство полностью заполнено дьявольской ци, эти два типа мест могут быть найдены только в мире духов. В противном случае Сюэ Гуан определенно не доверил бы этот запечатывающий дьявола замок своим подчиненным, и он точно не попал бы в руки человека-культиватора вроде тебя. Хаотическая ци Инь-Ян может быть извлечена из запечатывающего дьявола замка, если его поместить в одно из этих двух типов мест. Это правда. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. В некоторых древних фолиантах было несколько записей о хаотической ци Инь-Ян, и все эти записи провозглашали, что хаотическая ци Инь-Ян обладает бесчисленными типами невероятных функций. Зачем мне лгать о чем-то подобном? Ты смог проявить клон духовного чувства, поэтому я предполагаю, что ты культиватор интеграции тела. Если ты можешь поглотить даже крошечный пучок хаотической ци Инь-Ян, есть шанс, что в будущем ты доберешься до уровня священного предка. Если ты вместо этого используешь хаотическую ци Инь-Ян, чтобы получить сокровище, то даже самое обычное сокровище может быть преобразовано в могущественное сокровище Божественного Духа. Сказал Чицигун. Глава 1913. Хаотическая ци Инь-Ян. Судя по всему, этот Сюэ Гуан также должен быть священным предком. Если хаотическая ци Инь-Ян так важна, то почему он доверил сокровище кому-то другому? Почему он не дождался, пока сможет спуститься в мир духов, чтобы он мог сам извлечь хаотическую ци Инь-Ян? Скептически спросил Хань Ли. Я был заперт здесь бесчисленное количество лет, поэтому не знаю, каковы его точные причины. Возможно, другие священные предки уже подозревают его и послали шпионов, чтобы следить за ним, поэтому он не осмеливается выполнить эту задачу лично. В качестве альтернативы, возможно, он столкнулся с некоторыми проблемами дома и вообще не может спуститься в мир духов. Священные предки могут отправлять клонов в это царство, но очень немногие из них могут спускаться. Сюэ Гуан занимает не очень высокое положение среди священных предков, так что, возможно, он просто ограничен недостатком силы. Кстати, ты завладел этим запечатывающим дьявола замком, так что ты, должно быть, убил дьявольских лордов, которых ты упомянул ранее. Расскажи об их способностях, и я посмотрю, помню ли я что-нибудь о них, подсказал Чицигун. Хань Ли задумался об этом на мгновение, прежде чем решил, что эта информация не имеет никакого значения, поэтому он честно ответил: звучит довольно правдоподобно.
Среди дьявольских лордов, с которыми я столкнулся, один из них обладал необычайной силой и физическим телом и казался не менее могущественным, чем священный предок. Что касается двух его товарищей, то один мог напрямую вызывать небесных призраков, а другой умел использовать иерархических истинных дьяволов. Я слышал только об одном из этих троих, и он не был так известен, когда я впервые был запечатан в этом сокровище. Однако в то время он уже был подчиненным Сюэ Гуана, так что кажется, что он действительно доверил этот запечатывающий дьявола замок своим подчиненным. В таком случае, лидер дьявольской армии, спустившийся в эту область, скорее всего, этот священный предок Сюэ Гуан, размышлял Ханли. Действительно. Если все мои предыдущие предположения были неверны, это должно быть так. Ты до сих пор не ответил на мой первоначальный вопрос. Есть ли поблизости какие-либо места с адскими прудами инь-ян или земным адским пламенем? Снова спросил Че Цигун серьезным тоном. Примерно в 2 месяцах пути отсюда есть долина, в которой обитает земное адское пламя. Это пламя можно использовать только для очистки некоторых сокровищ пламени инь, поэтому, хотя оно очень редкое, мы, люди-культиваторы, не обращаем на него особого внимания, медленно ответил Ханли. Тогда практически все мои теории почти подтверждены. Сюэ Гуан, должно быть, послал сюда 3 своих подчиненных, чтобы попытаться извлечь немного хаотической ци инь-ян из этого запечатывающего дьявола замка, только для того, чтобы его забрал ты. Че Цигун хохотал, явно получая большое удовольствие от несчастья Сюэ Гуана. Напротив, на лице Ханли снова появилось задумчивое выражение. «Кажется, вас также интересует хаотическая ци инь-ян», холодно заметил Че Цигун, когда его веселье утихло. «Было бы очень претенциозно с моей стороны сказать, что меня не интересуют такие невероятные сокровища. Однако откуда мне знать, что вы мне не лжете?» Спокойно спросил Ханли. «Хе-хе, какая мне польза от того, что я солгу тебе? Я был заперт в этом сокровище бесчисленное количество лет, и я прорвался к последним 3 слоям 13 ограничений, наложенных на сокровище. Если хаотическая ци инь-ян в этом замке, может быть, я когда-нибудь смогу освободиться. Конечно, я не позволю человеку-культиватору вроде тебя пожинать такую возмутительную награду просто так. Если ты хочешь, чтобы я рассказал о методе создания замка, то сначала тебе придется пообещать мне кое-что», — небрежно сказал Че Цигун. «Вы пытаетесь заключить со мной сделку?» — спросил Ханли, слегка прищурившись. «Да. Тебя не интересует хаотическая ци инь-ян?» На лице Че Цигуна появилась холодная улыбка. «Конечно, интересует, но я планирую рассмотреть этот вопрос более подробно, прежде чем решить, стоит ли заключать с вами сделку». Внезапно в глазах Ханли вспыхнул странный блеск, после чего он внезапно распался на крупицы золотой свет. Выражение лица Че Цигуна значительно помрачнело, когда он увидел это, и только спустя долгое время он пробормотал себе под нос. Он забрал свое духовное чувство из этого места. Неужели его совсем не интересует хаотическая ци инь-ян? Если он не хочет заключить со мной сделку, тогда кто знает, когда я в следующий раз встречу кого-то, кто поможет мне сбежать из этого места. Че Цигун стоял на месте и мрачно смотрел вдаль. Тем временем из белого деревянного ящика, подвешенного в воздухе в секретной комнате на верхнем этаже павильона, в котором был Ханли, выплыли пятнышки золотого света. Пятнышки золотого света быстро исчезли в золотой зарождающейся душе над физическим телом Ханли, после чего пятицветные глазные яблоки в окрестностях взорвались на фоне череды глухих ударов. Золотая зарождающаяся душа создала печать руками и влетела в физическое тело Ханли в виде полосы золотого света, над которой раздался долгий вздох. Ханли медленно открыл глаза, прежде чем молча посмотреть на деревянный ящик с осторожным взглядом. Хаотическая ци инь-ян и запечатывающий дьявола замок, да? Кто бы мог подумать, что я наткнусь на такое невероятное сокровище? Но в жизни нет ничего бесплатного. Эта хаотическая ци инь-ян действительно будет чрезвычайно полезна для меня, но сначала я должен тщательно обдумать ситуацию. Пробормотал Ханли, делая хватательное движение, чтобы взять деревянный ящик в свои руки. Поглаживая ящик, он погрузился в глубокие размышления. Внезапно ему пришла в голову одна мысль, и выражение его лица слегка изменилось, когда он поднялся на ноги, прежде чем пройтись по секретной комнате. Если этот предмет так важен, то кто сказал, что священный предок Сюэ Гуан не поставил бы на нем какую-то метку? Я уверен, что он не захотел бы потерять такое сокровище. Отсюда могут пойти проблемы. Несмотря на беспокойство в его голосе, в его глазах не было ни паники, ни страха. Конечно, это было потому, что священный предок Сюэ Гуан в мире духов был всего лишь клоном. Если бы священный предок Сюэ Гуан спустился в мир духов во всей своей славе, то Ханли немедленно сбежал бы с места происшествия. Он был вполне уверен в своих способностях, но он определенно не был настолько введен в заблуждение, чтобы думать, что он может противостоять священному предку стадии Великого Вознесения. Конечно, если он сможет совершить еще один прорыв и достичь позднего этапа стадии интеграции тела, он должен, по крайней мере, быть в состоянии спастись даже от священного предка.
Примерно через 10 минут в глазах Хань Ли наконец появился решительный взгляд. Он тут же подбросил деревянный ящик в воздух, затем взмахнул рукавом по воздуху, чтобы высвободить около дюжины золотых и серебряных талисманов, которые в мгновение ока прилипли к коробке. После этого он начал что-то напевать, беспрестанно щелкая пальцами по ящику, бросая поток заклинаний, которые превращались в полосы света, которые мгновенно заключали в себе все золотые и серебряные талисманы. С поверхности этих талисманов вспыхнул свет, и они расплылись, прежде чем превратиться в золотые и серебряные руны разных размеров, после чего их втянуло в деревянный ящик. Пение Хань Ли прекратилось, когда он увидел это, но он продолжал делать разные печати руками, и из его тела внезапно вырвалась череда глухих ударов грома. Золотая молния сверкнула на кончиках его пальцев, и серия тонких дуг молнии выскочила вперед, затем мгновенно переплелась, образуя золотую сеть молний, которая спустилась к деревянному ящику. После череды раскатов грома сеть молний сошлась по приказу Хань Ли, и слои золотой молнии окутали деревянный ящик, превратив его в мерцающий золотой прямоугольный кирпич. Только тогда выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он дернул рукав вперед, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая в мгновение ока втянула золотой кирпич в его браслет для хранения. После этого Хань Ли снова сел, скрестив ноги, чтобы обдумать свою текущую ситуацию. Он начал задаваться вопросом, подействует ли зеленая жидкость из его таинственного маленького пузырька на это неполное сокровище высших небес, но, к сожалению, с этим священным предком сокровищницы он не осмелился проводить какие-либо безрассудные эксперименты. В противном случае, если бы он каким-то образом нарушил ограничения в сокровищнице и освободил священного предка, то у него были бы большие проблемы. Хань Ли, естественно, не собирался делать что-то настолько рискованное, поэтому пока он мог только подавить это желание. Что касается того, пошлет ли этот священный предок Сюэ Гуан людей, чтобы выследить его, Хань Ли был уверен, что самосохранение не будет проблемой, если его не окружат 4 или 5 дьявольских лордов поздней стадии интеграции тела. Клон священного предка Сюэ Гуана определенно был бы гораздо более могущественным, чем дьявольский лорд среднего этапа поздней стадии интеграции тела, но, как один из генералов дьявольской армии, он определенно не мог просто оставить свой пост, чтобы преследовать самого Хань Ли. Кроме того, даже если бы он действительно пришел за Хань Ли, никто не мог сказать, кто выйдет победителем в битве, поскольку у Хань Ли было сокровище высших небес в качестве козыря. Имея это в виду, Хань Ли был убежден, что с ним все будет в порядке, по крайней мере, какое-то время. Что касается нескольких десятилетий, если священному предку Сюэ Гуану действительно удастся спуститься в мир духов, то могущественные человеческие и демонические существа на священном острове сможет противостоять ему. Все, что ему нужно было сделать, это покинуть город высших небес до этого, и никто не сможет его найти. Разработав в уме план действий, он закрыл глаза и вошел в медитативное состояние. Спустя месяц летающая карета, запряженная парой гигантских черных птиц, внезапно появилась недалеко от долины, где собралась дьявольская армия. Внутри кареты находились два высококлассных дьявольских существа, мужчина и женщина, и они разговаривали друг с другом с мрачными выражениями лиц. Глава 1914. Битва начинается снова. Лорд Тень лжет нам, не так ли? Человек-культиватор, убивший трио Лорда Ли, случайно оказался в небесном городе. Он говорит это, чтобы заставить нас присоединиться к их атаке на небесный город. Я слышал, что это город — чрезвычайно крепкий орешек, в отличие от других человеческих поселений, которые мы разрушили в прошлом, озабоченно сказала красавица в розовом. Ее компаньоном был мужчина средних лет в серебряной мантии, и он покачал головой в ответ. «Не волнуйтесь, лорд Ли — признанный дьявольский лорд, и у него довольно грубый характер, но он определенно не стал бы лгать о чем-то вроде этого». В конце концов, эта задача, переданная самим мастером Сюэ Гуаном, и он ни за что не рискнет вызвать гнев мастера Сюэ Гуана. Кроме того, если этот человек-культиватор действительно в небесном городе, нет ничего плохого в том, чтобы послать им силы для нападения на город. Это правда. Нам удалось довольно быстро найти место, где было убито трио Лорда Ли, но все поле битвы было очищено, поэтому мы не смогли найти никаких полезных зацепок. Нам действительно очень повезло, что мы получили здесь хоть какую-то информацию. По крайней мере, мы сможем ответить мастеру Сюэ Гуану, смиренно вздохнула женщина. Ваша правда. Я очень боялся бы последствий, вернись мы без предмета, который ищет мастер Сюэ Гуан. Хорошо, теперь, когда у нас есть твердое преимущество, мы должны готовиться к изнурительной битве. Эти люди-культиваторы смогли убить троицу Лорда Ли, так что даже с сокровищами, которые доверил нам мастер Сюэ Гуан, нам придется действовать осторожно. Кроме того, эти люди движутся в небесный город, нам наверняка придется приложить немало усилий, чтобы выгнать их из города, сказал мужчина средних лет, и в его глазах мелькнул холодный блеск. Лорд Те хочет использовать нашу силу, чтобы напасть на небесный город, поэтому он, естественно, будет нести ответственность за это. Если он не может сделать даже что-то настолько простое, то он не имеет права объединять силы с нами.
Наша единственная задача заключается в том, чтобы убить виновных в смерти трио лорда Ли и вернуть предмет, который ищет мастер Сюэ Гуан, гордо сказала женщина. Хе-хе, не стоит недооценивать лорда Ли и других. Сам лорд Ли находится на пике поздней стадии интеграции тела, и он всего в одном шаге от того, чтобы стать священным предком. Фэй Е еще довольно молод, но как прямой потомок священного предка Сюйтяня он обладает мощными ледяными способностями. Говорят, что даже сам мастер Сюйтянь когда-то хвалил его силы. Кроме того, Фея Ю также является потомком священного предка Мин Лоо, так что она определенно должна иметь пару сильных козырей в ее рукаве. Самый слабый среди них, скорее всего, лорд Ян, человек средних лет, похоже, очень хорошо разбирался в дьявольских лордах, которые атаковали небесный город. Это правда. Они хотят позаимствовать нашу силу, так почему бы нам не сделать то же самое? Давайте спустимся туда, я уверена, что они уже почувствовали наше прибытие, ответила женщина. Почти сразу же, как ее голос затих, черные дьявольские тучи над долиной резко поднялись, и вслед за ними под грохот громких барабанов появились группы всадников в черных доспехах. Этих кавалеров возглавлял пожилой мужчина в черных доспехах, который стоял в воздухе с намеком на улыбку на лице. Позади него стояли Фэй Я, Фея Ю и лорд Ян. На лице Феи Ю появилась слабая улыбка, в то время как Фэй Я по-прежнему ничего не выражал. «Спасибо за вашу усердную работу, товарищи даосы. Вы прибыли гораздо раньше, чем я ожидал», — усмехнулся Телун, обхватив кулак ладонью в приветствии издалека. «Мы приехали так быстро, как только смогли после получения новости, вроде бы мы не опоздали», — сказала женщина с улыбкой. «Ха-ха, действительно, вы здесь как раз вовремя. Скоро мы начнем атаку на небесный город». «Давайте спустимся в долину, прежде чем мы обсудим что-либо дальше», — сказал Телун, приглашая их жестом. «Конечно, мы также хотели спросить вас, почему вы так уверены, что человек, которого мы ищем, находится в небесном городе?» — с улыбкой ответил мужчина средних лет. Затем две гигантские черные птицы полетели в долину с летающей повозкой на буксире, а 4 дьявольских лорда последовали за ними. После этого 6 дьявольских лордов и группа дьявольских существ высокого уровня собрались в зале в долине и вели дискуссию более половины дня, и когда дьявольские лорды вышли из зала, все они, казалось, были чрезвычайно довольны. Примерно полмесяца пролетели как одно мгновение, и Хань Ли как раз медитировал в своей секретной комнате, как вдруг услышал снаружи шквал криков удивления. Он тут же открыл глаза, прежде чем встать и подойти к окну, при этом он взмахнул рукавом по воздуху, и окно открылось само по себе. Хань Ли только бросил быстрый взгляд наружу, прежде чем выражение его лица резко изменилось, и он вылетел из комнаты в виде полосы лазурного света. Спустя всего несколько вспышек он был в воздухе на несколько тысяч футов, и он посмотрел еще дальше, чтобы обнаруживать, что на краю одного из 7 солнц на небе появилась серая отметина, и серый цвет постепенно распространялся к центру этого солнца. Как будто кто-то медленно закрывал солнце рукой. Все внизу смотрели на явление, происходящее наверху, с выражением паники. Несмотря на то, что начальство небесного города сделало все возможное, чтобы сохранить это в секрете, известие о том, что формирование прекратит свое существование в тот день, когда 5 солнц превратятся в луны, все еще неизбежно распространялось по городу, вызывая панику. 2 оставшихся культиватора интеграции тела из 4 сект лично пришли, чтобы успокоить всех в серии обещаний, но даже в этом случае город не мог не запаниковать по поводу появления этого явления. В этот момент в небесном городе раздался звон колокола, и из разных зданий вылетела серия высококлассных культиваторов из 4 сект. В то же время группы культиваторов и воинов в доспехах также высыпали на улице. Они патрулировали и воздух, и землю, и атмосфера в небесном городе мгновенно стала очень напряженной. Вместо того, чтобы еще больше встревожиться этим, паникующие люди на улице успокоились при виде этих патрулирующих культиваторов и воинов, и все вернулись в свои дома. В считанные минуты все улицы города были очищены от мирных жителей, наступила гробовая тишина. Хань Ли не обращал внимания на все, что происходило вокруг него, и просто молча наблюдал за явлением, разворачивающимся наверху. Через некоторое время, когда все солнце стало серым, Хань Ли, наконец, повернулся и полосой лазурного света полетел к некоему массивному залу в городе. Небесный город был огромным городом, но, к счастью, павильон, в котором он остановился, находился недалеко от зала, где должны были проходить важные конференции. Таким образом, Хань Ли потребовалось чуть более 2 часов, чтобы добраться до зала. «Ты немного опоздал, брат Хань». Раздался нежный смешок у входа в зал, после чего появилась элегантная фигура в серебряной маске. Это был никто иной, как фея Серебряного Света. «Приветствую, товарищ даос Серебряного Света. Я какое-то время осматривал ситуацию в городе, поэтому немного задержался». Похоже, фея Линь и товарищ даос Лазурный Дракон проделали хорошую работу, чтобы удержать ситуацию под контролем, Хань Ли ответила спокойным голосом. «Конечно». Сестра Линь и мастер Лазурного Дракона, опытные культиваторы интеграции тела и великие старейшины 4 основных сект, естественно, для них не составляет труда позаботиться об этих вопросах.
Солнце уже начинает переходить в луны, так что дьявольская армия, скорее всего, скоро прибудет. Ты будешь самым могущественным существом в городе, так что береги себя, брат Хань, мрачным голосом предупредила фея Серебряного Света, когда ее улыбка исчезла. Хань Ли был удивлен, увидев искреннее выражение глаз феи Серебряного Света, и он улыбнулся, когда ответил: «Спасибо за твои слова предостережения, товарищ Даос, но сказать, что я самое могущественное существо в городе, преувеличение. Силы феи Линь Луань и товарища Даоса Лазурного Дракона не уступают моим. Сестра Линь и мастер Лазурного Дракона не подозревают о твоей истинной силе. Иначе». Пока фея Серебряного Света и Хань Ли разговаривали друг с другом, из зала раздался голос мастера Лазурного Дракона, и в нем был оттенок напряжения: «Соратники Даосы, пожалуйста, пройдите и присоединитесь к нам в зале. Я только что получил известие, что дьявольское войско мобилизовано и скоро прибудет в наш город». Хань Ли все равно не хотел продолжать предыдущий разговор, поэтому он сказал: «Давай не будем заставлять фею Линь и товарища Даоса Лазурного Дракона ждать, товарищ Даос Серебряного Света». «Хорошо, пойдем, брат Хань», — согласилась фея Серебряного Света, кивнув. Таким образом, они вдвоем вошли в зал. В настоящее время весь зал был забит под завязку с более чем 100 культиваторами пространственного закаливания, а также сотнями бронированных охранников, которые неподвижно стояли вокруг зала. В центре зала находился гигантский световой экран, и изображение на световом экране изображало довольно знакомый город в деталях. В одном конце зала стояли 4 стула, 2 из которых были немного выше 2 других. В настоящее время облака черной ци медленно приближались к городу со всех сторон. Глава 1915. Битва за Небесный город. Часть 1. Это явно было сокровище, способное имитировать весь Небесный город, а облака черной ци на экране, естественно, символизировали приближающуюся дьявольскую армию. Эти облака черной ци, казалось, двигались очень медленно, но на самом деле дьявольская армия приближалась на высокой скорости. «Пожалуйста, садитесь, товарищ Даос Хань, фея Серебряного Света. Эта битва решит судьбу нашего небесного города, поэтому мы рассчитываем на вас, товарищи Даосы», серьезно сказал мастер Лазурного Дракона, поднимаясь на ноги. «Конечно, это правильно, что мы вносим свой вклад в такую важную битву», с улыбкой сказала фея Серебряного Света. После этих слов мастер Лазурного Дракона выглядел уже в приподнятом выражении, и он тут же выразил слова благодарности. Фея Линь Луань также с улыбкой на лице оценивала этих двоих, и, как только они заняли свое место, она сказала: «Согласно новостям, предоставленным нашими разведчиками, дьявольская армия бросает на нас все свои силы, ничего не утаивая. К счастью, мы уже предвидели, что это произойдет, и мы также сделали некоторые приготовления к этому дню. Если мы сможем сдержать этих дьявольских лордов, есть очень хороший шанс, что мы сможем отбросить дьявольскую армию. Конечно, мы очень благодарны, что сестра Серебряного Света и товарищ Даос Хань проделали весь этот путь, чтобы укрепить наш город, и наши 4 секты, конечно же, не оставят это неблагодарным путешествием для вас двоих. Мы приготовили дары, пожалуйста, примите их». Как только ее голос оборвался, он дважды хлопнул в ладоши, и в зал сразу же вошли 2 охранников в лазурных доспехах, каждый из которых нес серебряное блюдо, обтянутое золотой шелковой тканью, и направились к Хань Ли и фее Серебряного Света перед тем, как поднять тарелки высоко над головами в знак уважения. Странное выражение мелькнуло в глазах Хань Ли, когда он махнул рукой в сторону одного из серебряных блюд, и кусок золотой шелковой ткани, накинутый на блюдо, слегка зашелестел, прежде чем синий браслет вылетел и оказался в его руке. Это был браслет-хранитель довольно высокого калибра. Хань Ли вложил свое духовное чувство в браслет и тут же резко перевел дух. Он ожидал, что предметы в браслете для хранения будут чрезвычайно ценными, но даже он не думал, что он будет наполнен таким количеством драгоценных материалов и ингредиенты, что было эквивалентно всему богатству средней секты. Как и ожидалось от одной из самых выдающихся сверхдержав человечества, 4 основные секты действительно были чрезвычайно богаты. Конечно, это также было связано с тем, что в предстоящей битве стоял вопрос выживания небесного города. В противном случае, насколько бы благодарны не были мастер Лазурного Дракона и фея Линь Луань Хань Ли и фея Серебряного Света, они никак не могли предложить бы такую ошеломляющую компенсацию. Вдобавок ко всему, если Хань Ли и фея Серебряного Света примут это предложение, у них не будет оправдания, и им придется отдать все силы, что у них есть в предстоящей битве. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он сказал: «Спасибо за подарок, товарищи Даосы». Говоря это, он перевернул руку, и браслет исчез во вспышке духовного света. После осмотра содержимого ее браслета для хранения в глазах феи Серебряного Света также промелькнул намек на восторг, и она тоже приняла его. И фея Линь Луань, и мастер Лазурного Дракона были в восторге, увидев это, и последний сказал: «Если мы сможем защитить город от дьявольской армии, у нас есть еще один подарок для вас двоих после битвы в качестве благодарности за ваши усилия».
Именно, если мы сможем противостоять этой атаке, Солнце вернутся в нормальное состояние, а астральное формирование 9 Солнц восстановит свою функцию, что восстановит способность города защищать себя. Однако до этого мы вчетвером определенно проведем изнурительную битву. Я надеюсь, что наших подарков будет достаточно, чтобы показать нашу сердечную благодарность, сказал Линь Луань с улыбкой. Это действительно очень большой подарок, и я обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь городу противостоять этой атаке. Всеобъемлющие дьявольские кавалеры не вызывают беспокойства, так как армия медных марионеток сможет противостоять им, но эти дзилунские боевые дьяволы будут очень неприятными противниками. Я обеспокоен тем, что обычные культиваторы не смогут справиться с ними, медленно сказал Хань Ли. Уверяю вас, брат Хань, мы также знаем, насколько сильны эти боевые дьяволы Дзилуня, поэтому мы организовали группу элитных культиваторов и подготовили специальные методы, чтобы противостоять им. Я уверен, что мы сможем удержать этих дьяволов в страхе, слегка двусмысленно ответил мастер Лазурного дракона. А, значит, мои опасения были излишними. Кажется, у вас уже все спланировано. Не могли бы вы рассказать о своих планах мне и фее Серебряного Света? Спросил Хань Ли со спокойной улыбкой. Конечно. Помимо астрального формирования 9 Солнц, мы не пожалели средств, чтобы максимально активировать все остальные формирования в городе. Кроме того, мы достали 32 марионетки уровня закаливания духа из нашего хранилища сокровищ, что является одним из наших козырей. Таким образом, мастер Лазурного дракона начал рассказывать о сделанных ими приготовлениях, а фея Линь Луань время от времени вмешивалась, чтобы сообщить дополнительные подробности. И Хань Ли, и фея Серебряного Света внимательно слушали, и почти через 2 часа большое количество высококлассных культиваторов внезапно начали часто входить и выходить из зала Небесного города, чтобы выполнять полученные приказы. Вскоре после этого по всему городу раздался оглушительный колокольный звон, и в городе появились группы воинов в доспехах и бесчисленные полосы света, прежде чем броситься ко всем городским стенам. В то же время на пустыре в укромном уголке города возникла череда образований разных размеров, излучающих ослепительный свет, а некоторые из близлежащих зданий вдруг начали преображаться, принимая форму массивных гигантов или огромных боевых экипажей и летающих ковчегов. В центре города массивный зал внезапно начал сильно дрожать, прежде чем медленно подняться из-под земли, а затем завис в воздухе, увеличившись до более чем 100 тысяч футов в высоту. Не только это, но и, казалось бы, обычные узоры, идущие по поверхности зала, внезапно засветились и выстроились в серию глубоких пятицветных рун. Раздался глухой удар, и из-под зала вынырнул плотный пятицветный световой барьер, затем раздулся таким же образом и на все здания. Сразу же после этого из зала раздался взрыв жужжания, и он полетел в определенном направлении в виде гигантского шара пятицветного света. Через несколько часов гигантский зал появился в воздухе над определенным участком городской стены, где он неподвижно завис. На городской стене и внутри города внизу была огромная армия людей-воинов и низших культиваторов, которая простиралась настолько далеко, насколько хватало глаз, это была миллионная армия. В воздухе над армией также было от 7 до 8 тысяч высококлассных культиваторов, и все они стояли на летающих сокровищах с мрачным выражением в глазах. В определенном углу человеческой армии внизу также была большая орда свирепых духовных зверей. У всех у них был злобный взгляд, и они, казалось, очень жаждали крови, но их контролировало некое невидимое ограничение, и они не осмеливались даже произнести ни звука. Глубоко под землей под этими свирепыми зверями была серия сложных подземных туннелей, внутри которых стояла наготове армия медных марионеток. Среди этой армии было 32 особенно привлекательных золотых марионетки, каждая из которых была около 1000 футов в высоту. В то же время на гигантской площади в Небесном городе, окруженной бесчисленными охранниками, находилась дюжина или около того культиваторов в белых одеждах, которые были заняты работой, стоя вокруг пурпурного суперформирования, практически полностью построенного из блоков фиолетовых нефритовых камней. На всех этих камнях были выгравированы руны разных цветов, и они сформировали 9 вторичных образований, из которых в конечном итоге состояло сверхформирование. Это было крайне редкое иерархически связанное образование. В центре каждой из 9 формаций находилась миниатюрная формация, образованная синими рунами, и эти миниатюрные формации испускали взрывы удивительной ледяной ци, а также неприятный запах. Вся надформация была довольно тусклой, а 9 вторичных формаций, казалось, полностью перестали действовать. Только эти миниатюрные синие образования по-прежнему ослепляли и напоминали мерцающие солнца, которые никогда не погаснут. Дюжина или около того культиваторов в белых одеждах, казалось, очень настороженно относились к этим синим образованиям, и даже когда они размещали вокруг всего формирования кусочки какого-то золотого кристалла, они старались держаться подальше от этих синих образований. Время шло, и около 8 часов пролетели в мгновение ика. Именно в этот момент вдалеке раздались звуки боевых барабанов, поражая слушателя ощущением таких, что их кровь запылала. Сразу же после этого появлялись одна черная нить за другой, и они постепенно уплотнялись, прежде чем образовать чернильно-черное море дьяволов, которое издалека надвигалось на город.
В море было бесчисленное множество неясных дьявольских теней, и особенно бросались в глаза очертания ряда каменных гигантских ковчегов. Свет вспыхнул с крыши гигантского зала в воздухе над небесным городом, и около дюжины гуманоидных фигур появились перед тем, как одновременно бросить взгляд на море дьяволов.